Приветствую, друзья! С вами, как всегда, Андрей и YouTube канал Молочете. Ответ на вопрос, как проверить датчики температуры системы управления двигателем на автомобиле. На самом деле в этом нет ничего сложного, и в этом видео я покажу, как это сделать. Проблемы могут быть как в самих датчиках, так и в их цепях. Это можно проверить при помощи мультиметра, но это долго, трудозатратно и не так точно, как при помощи компьютерной диагностики. Поэтому в этом видео мы рассмотрим именно проверку датчиков при помощи компьютерной диагностики. Я буду показывать это на примере программы Chevrolet Explorer, но во всех остальных программах все будет аналогично. В том числе и когда вы диагностируете свой автомобиль при помощи обычного смартфона и адаптера ELM327. Разницы абсолютно никакой. Просто мне более удобно и вам будет более наглядно, если я буду показывать не на маленьком экране смартфона, а на экране компьютера. Итак, поехали. Первое, это необходимо провести первичную проверку датчиков. Делается это на абсолютно остывшем двигателе после ночной стоянки, то есть чтобы двигатель у нас был полностью остывший. После этого необходимо подключить диагностический адаптер и при помощи любой диагностической программы посмотреть на показатели датчиков температуры. Обычно на бюджетных автомобилях установлены два датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры поступающего воздуха в цилиндры. На некоторых автомобилях может быть еще и третий датчик, который отвечает за включение вентилятора охлаждения радиатора, но суть это не меняет. Все датчики должны показывать плюс-минус одинаковую температуру. Хоть два датчика, хоть три датчика, все должны показывать одинаковую температуру. Потому что вероятность того, что все датчики одновременно вышли из строя и показывают неправильную температуру, практически равна нулю. В данном примере мы рассмотрим автомобиль, у которого установлено два датчика. Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры воздуха. Как мы видим, в данном случае у нас температура одинаковая. Температура охлаждающей жидкости 17 градусов и температура воздуха на впуске также 17 градусов. То есть в данном случае можно утверждать, что эти датчики прошли первичную проверку. И с самими датчиками, скорее всего, все в порядке. Через ELM все то же самое. Подключаетесь к адаптеру, заходите в любую программу для работы с ELM адаптером, выбираете показатели и выбираете температуру охлаждающей жидкости и температура воздуха. И вот здесь вы можете посмотреть, что температура охлаждающей жидкости составляет 18 градусов, а температура воздуха 19 градусов. Перед тем, как пойдем дальше, я отмечу здесь некоторые нюансы, очень важные нюансы. В нормальных условиях допускается разница между температурами плюс-минус 2 градуса. То есть разница между температурой охлаждающей жидкости и температурой воздуха может быть 2 градуса в нормальных условиях. Что я имею в виду под нормальными условиями? Нормальные условия – это значит, что автомобиль хранится в гараже, он всю ночь простоял в гараже и на улице нет резко изменяющейся погоды. Почему это так важно? Давайте представим ситуацию. Допустим, автомобиль хранится на открытой стоянке. Ночью, к примеру, было минус 5 градусов. Утро ясное, и на автомобиль попадают прямые солнечные лучи. То есть кузов автомобиля прогревается солнечными лучами. Естественно, в такой ситуации воздух в подкапотном пространстве прогреется намного быстрее, чем охлаждающая жидкость в двигателе. И в такой ситуации, естественно, мы увидим большую разницу между температурами. То есть в такой ситуации, при такой погоде, при таких обстоятельствах температура воздуха на впуске может быть выше. И может быть выше больше, чем на 2 градуса. Может быть и 3, и 4, и 5, и 6 градусов. Поэтому нужно учитывать конкретные факторы при диагностике. Это просто один из примеров. Также бывает ветреная погода, резкое похолодание, резкое потепление. Поэтому всегда допускайте погрешность при таких обстоятельствах. То есть идеальная ситуация следующая. Вы приходите к автомобилю утром после ночной стоянки, автомобиль находится в гараже, вы подключаете диагностическое оборудование и смотрите за температурой. Как мы видим, в данном случае у нас температура воздуха минус 10 градусов. Смотрим температуру охлаждающей жидкости. И температура охлаждающей жидкости у нас минус 11 градусов. То есть разница составляет всего лишь 1 градус. В данном случае можно 100% утверждать, что датчики температуры скорее всего исправны и прошли первичную проверку. Но если же в такой ситуации вы подключаете диагностическую программу и видите, что температура впускного воздуха составляет 18 градусов, а температура охлаждающей жидкости составляет 28 градусов, то есть разница уже 10 градусов, то это повод задуматься, что какой-то из датчиков неисправен. Какой именно, можно определить по температуре в помещении, где находится автомобиль. Если температура в помещении у нас 18 градусов, то скорее всего в данном случае у нас неисправен именно датчик температуры охлаждающей жидкости.
Я думаю, логика понятна. Важное уточнение. Сравнивать температуру охлаждающей жидкости с температурой воздуха необходимо исключительно только до запуска двигателя. После запуска сравнивать эти температуры уже не имеет смысла, и они будут различаться. Пойдем дальше. Следующая проверка заключается в динамике изменения температуры. Температура должна изменяться плавно с шагом об 1 градус. То есть, если у нас 17 градусов, то следующие показатели температуры должны быть 18 градусов. Дальше 19 градусов и так далее, вплоть до полного прогрева двигателя автомобиля. Повышение температуры одномоментно больше, чем на 1 градус, может свидетельствовать о проблемах с самим датчиком, либо, скорее всего, с его цепями. Но здесь также есть важный нюанс. Дело в том, что на очень старых автомобилях, либо на неисправных автомобилях, где есть проблемы диагностической линии, данные при диагностике могут передаваться с очень маленькой скоростью. То есть скорость передачи данных между блоком управления двигателем и диагностической программой может быть настолько медленной, что датчик температуры охлаждающей жидкости будет прогреваться быстрее, чем сама скорость передачи данных. Это бывает очень редко, это чаще всего свидетельствует о проблемах в диагностической цепи, и в данном случае, конечно, могут быть перескоки с 19 на 21, на 22, либо на 23 градуса. Поэтому это также имейте в виду. Но это очень легко проверить, если по другим датчикам у вас нет перескоков, все работает плавно, скорость передачи данных в норме, а имеются перескоки больше, чем на 1 градус, тогда это 100% проблема именно в цепи самого датчика. Поэтому идем дальше. Смотрим, как прогревается двигатель автомобиля, охлаждающая жидкость. Идет все нормально. И вот здесь мы уже видим первые проблемы. У нас температура была 47 градусов, а затем она кратковременно стала 45 градусов, и затем вернулась снова к 47 градусам. То есть здесь у нас явная проблема, так как температура, во-первых, не может понижаться при прогреве двигателя, и во-вторых, она не может это делать сразу на более чем 1 градус. В данном случае у нас температура изменилась сразу на 2 градуса. То есть это уже повод задуматься о более тщательной проверке цепи датчика. Смотрим дальше. И вот здесь уже у нас начинаются явные проблемы. Как видим, у нас температура 18 градусов, затем резко стало 13 градусов и затем 17 градусов. То есть это явные проблемы в цепи датчика температуры воздуха. То же самое мы видим и в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. У нас температура была 56 градусов и затем резко снизилась аж до 52 градусов. Такого быть не может. Даже при условии, что проблема у нас в термостате и в какой-то момент времени он у нас случайно открылся, все равно температура не может так резко снизиться сразу на 4 градуса. Она бы снижалась постепенно, если бы это была неисправность термостата. Поэтому в данном случае 100% причина у нас в цепи датчика температуры. И здесь уже необходимо подключать омметр и, продергивая весь жгут проводки, проверять сопротивление цепи датчика. Вот такая несложная проверка, друзья. Как видим, при помощи компьютерной диагностики все это сделать можно очень быстро и несложно. Надеюсь, я объяснил и показал доступно. Но если все равно остались вопросы, тогда пишите в комментариях.